Доброе утро, 17 июня, топаю на свои курсы. Сегодня должен мой куратор звонить в джоб-центр, обещал, по крайней мере, и что-то там говорить по поводу того, чтобы мне то ли B2 дали, то ли не дали. В общем, не знаю, как у него там получится, не получится. По крайней мере, так сделать он обещал мне в пятницу. А что он там на сегодня помнит из этого, будем смотреть. Сижу на курсах. По поводу того, что я ожидал сегодня, да, есть что рассказать. Эмоции поулеглись немножко, но, в общем, там все интересно. Наверное, уже на прогулке расскажу. Вот. А так сижу, качаю приложения там по всяким компаниям транспортным, итальянским, испанским, в общем. И для Кёльна тоже там немецкое приложение для покупки билетов. Я обычно так делаю для каждого города, где нужно ездить. Ставлю приложуху, чтобы с бумажными билетами не морочиться. И потом сканирую QR-коды и все. Я уже на прогулке дневной. В общем, я когда утром сказал, что посмотрим, что из пятничных разговоров помнит мой куратор. Я как в воду глянул, как говорится. В общем, что произошло? Где-то в часиком, наверное, к 10 дошла очередь до меня. Он ко мне подходит, говорит: так, что там у тебя с резюмешкой? Я говорю: вот, пожалуйста, садитесь. Он садится, начинает его открывать, начинает читать. Я уже в тот момент... лисенок маленький. Опа. Не знаю, видно его, да? Убежал. Где же он? Это и мать где-то тут. Надо аккуратно, чтобы меня никто не куснул за лапу. Да, он открывает, начинает читать, и я понимаю, что все, дело пахнет керосином. То есть такое ощущение, будто он его видит первый раз. Там что-то туда запятую, сюда запятую. Я говорю: это версия, мол, Эллы. Она там мне вчера чуть отредактировала, все такое. Он, понятно, мол. И я такой вижу, да, все, в конце он дочитал его. Говорит: ну что ж, будем искать тебе работу. Тут я должен ставить, если может кто-то увидит случайно этот ролик, не знает предысторию, да, там я уже с пятницы в каждом видео об этом говорю, что меня ждет во вторник, да. И вот что получается. Он такой: будем искать тебе работу. Я в шоке. В пятницу он мне сказал следующее. Также точно попросил резюме, я ему его дал. Он открыл, ничего не менял, у себя на компе посмотрел. Говорит: слушай, у тебя отличное резюме, ты с таким резюме можешь просто, хорошую работу себе найти, но тебе нужен язык. Я его себе копирую и во вторник свяжусь с джоб-центром по поводу B2 или чего-то такого, языковых каких-то курсов. То есть это не то, что я ему что-то сказал, то есть это он просто, посмотрев резюме, сразу выдал этот спич. Я единственное, что там вставил, говорю: там помимо языка, говорю, на моей специальности еще и фюрершайн нужен. Он говорит: да, естественно, но это уже второй вопрос, главное язык. Вот так вот было. Соответственно, я же думаю, интересно. Не то, что я там хочу, этот B2 или еще что-то, ни в коем случае. Мне просто, я, условно говоря, сейчас плыву по течению. Что они говорят, то я и делаю. Так, значит, так, думаю, посмотрим. Я-то знаю, что джоб-центр откажет, тем не менее интересно. И вот, возвращаемся в сегодняшний день. То есть я вдруг осознаю, что человек, мало того, что не помнит, что он уже мое резюме видел, вернее, даже не так, мало того, что он сейчас другой вариант не действий говорит, он еще забыл даже, что он видел мое резюме в глаза. То есть пятница, да, прошло сколько дней? Сегодня вторник, суббота, воскресенье и понедельник, 3 дня. У человека за 3 дня, вот нас там человек 10, за которых они отвечают, не больше на данный момент, подопечных. Пускай там у него какая-то еще есть дополнительная бумажная работа, которая может его но тем не менее, вот у него просто этот эпизод из памяти вывалился. Как у дедушки Байдена приблизительно, да? Я так себе думаю. Я такой: ого, понимаю, да, насколько все, запущено. Парню этому Тадеушу лет, наверное, за 60 точно, может даже под 70. То есть как он на каких там условиях работает, я не знаю. Сам этот вот сосед мой, Ян, ему почти подполтинник, да. И он говорит: да что ты, удивляйся, мол, он какой же уже старый, у него, элементарно, что он забыл. Нас там много. Я думаю, какие нас много? Нас 10 человек. Прошло 3 дня.
и он в таких вещах, типа, каждый день ему приносит резюме, в котором ничего менять не надо, условно говоря. Он там мне что-то ничего не поменял. В целом-то он наоборот, он всем все там крошит, кромсает. И теперь я понимаю, что каждый раз он видит его как первый раз. Неудивительно, почему этот Ян до 1,5 месяца. Они, похоже, брали у него не первый раз резюме и каждый раз по-новому переделывают. Ну, в общем, я не знаю, как это правильно назвать. Что это? Это неформальные отношения, это просто типа несоответствие по здоровью, да, занимаемой должности. Не знаю, ну, блин, не мне судить, короче. Мне там вообще, по большому счету, ни холодно, ни жарко. Пускай они занимаются этой ну, я же забыл главное сказать. И я, короче, когда вдруг эта ситуация резко как бы мною понимается, я сразу сначала говорю, а потом уже жду, естественно. Потому что я в шоке. Такие всегда вещи, ну, полная какая-то нелогичность или там что-то происходящее из ряда вон. То, что я не прогнозирую, да, а я такого не прогнозировал, меня всегда вводит короче, в действие в какое-то. Я же ему сразу выпалю: подождите, а как так? Вы же там мне в пятницу что сказали? Плюс тут языковой барьер, я ему не могу нормально объяснить. Я ему, короче, половину по-немецки, половину по-русски этому своему соседу Янику, чтобы он перевел. Тот тоже ж не супер-мегадока в немецком, да он там на своем как бы твердом B1 что-то ему переводит. Ну, в общем, с горем пополам мы ему что-то вталдычили. Он такой: а, да? Ну, и ему же, видно, неудобно, что он об этом, типа, забыл. Ну, как бы при всем классе, да, такая ситуация. И он такой: да, сейчас я, типа, что-то там это. Ну, в общем, в итоге он пошел, сказал, что, типа, я там что-то отправил твоему оператору письмо там какое-то по тебе. Ну, типа, то, что он обещал тогда в пятницу сделать. Ну, а я в шоке. Я уже потом, пока он пошел, я уже пришел в себя и думаю: блин, нафига его спровоцировал на эту фигню. Одно дело, когда он, допустим, да, был в пятницу в первом решении своем, сам как бы увидел эту ситуацию вот таким взглядом, понял ее вот так, и он тогда был замотивирован там делать какие-то действия, да, он понимал, что он хочет. И другое дело, когда сейчас он перезагрузилась у него система, он вообще типа как бы не понимает, что, ну, не то, что не понимает, что от него хотят, но тем не менее, короче, удивлен этой всей ситуацией, что там он написал этому куратору, что там, с какими мыслями он это писал, что там он просил, не знаю. Ну, в общем, прикол еще тот. Я прозрел, конечно, я, блин, понимаю, что я там, наверное, человек, ну, случайный, да, там, в принципе, эти курсы рассчитаны не на таких, как я, а на более там, ну, прям кто тяжело может написать резюме, или там не умеет его даже отредактировать, или там, ну, в возрасте, или наоборот, слишком молод, первое резюме пишет. То есть именно на помощь более усредненному, скажем так, усредненным людям, да, кому она нужна. Это я там с дуру туда попал, по сути. И, может, для этих людей, как бы, ну, эффективность их работы, этих кураторов, она в какой-то мере высока. Ну, блин, все равно, я вот это говорю, а сам в это не верю. Ну, блин, КПД ж какой-то, вот просто, мне так хочется бухгалтерию посмотреть этой компании, как это вообще все выглядит. То есть у меня закрадывается смутное сомнение, что это какой-то грандиозный попил бабла. То есть, ну, условно говоря, джоб-центр там или там немецкое правительство по программе поддержки ауслендеров выделяет условный 1 000 000 евро, там, допустим, на организацию вот таких вот подготовительных курсов месячных, да, и, соответственно, проводится тендер джоб-центром, с кем можно подписаться на эту программу. Ну и вот такие типа компании как бы это выигрывают. И вот это я так понимаю. Может, оно на самом деле не так работает. Ну, моя логика подсказывает мне, что это так. И вот я бы хотел посмотреть, сколько стоит им одна трудоустроенная голова. Сколько платится зарплаты вот таким кураторам, сколько там еще на какие-то расходы идет, там водичку, которую они там закупают, компенсируют проезды и все такое. То есть вот и на выхлопе сколько из этих программ, там из условной 1000 человек, сколько они трудоустроили и сколько потом эти трудоустроенные принесли пользы государству, скажем так. Ну, по-любому же там есть какие-то метрики эффективности, должны быть, чтобы это КПД посчитать. Вот я бы с удовольствием туда посмотрел. Мне так оно выглядит, что это так, типа каждый делает типа свою работу для галочки. Мы ходим туда, или большинство там, да, для галочки. Они для галочки делают с нами какие-то действия. Если можно назвать то, что человек перезагружается раз в 3 дня по полной, вообще какими-то действиями. Ну, я к нему, честно говоря, не то, что претензий у меня к нему нету. У меня претензии есть к его руководству или вообще к этой системе, да. Ну, как так можно? Это же может...
приводить к плохим последствиям. То есть человек вот менее ответственный или какой-нибудь там, который, ну, прям не вникнет. То есть, по сути, от этого куратора в какой-то мере все равно же его судьба зависит. Допустим, будет какой-то ауслендер, который, ну, прям нуждается там в помощи, там, и с этим резюме, и все. И, ну, короче, вот его судьба может зависеть от куратора. Там где-то куратор разглядит в нем либо талант какой-то профессиональный, либо еще что-то. И там правильно поможет составить это резюме, или позвонит, или отправит куда надо. То есть он, допустим, сегодня этот Тадеуш звонил на Амазон, узнавал там соседу другому моему парню из Азербайджана типа, есть вакансии на Амазоне или нет. Оказалось, нету. Вот, ну, то есть вот такая там работа. Он как бы принимает участие непосредственно в судьбе человека. И, то есть если вдруг, да, допустим, вдруг у него там перезагрузится система, и он что-нибудь там сделает такое, что пойдет во вред этому человеку, или он... Ну, а у меня всегда, короче, как еще, я считаю вред — это упущенную пользу, типа. То есть не то, что там, ну, типа, можно было лучше, а он сделал как попало, типа того вот это. Ну, это чисто мои, короче, забаганки. Ладно, что-то я заболтался, вроде хотел не эмоционально, в итоге выпалил такую тираду, что мама не горюй. Ну, общий смысл понятен. Короче, дядька забыл вообще, что увидел в глаза мое резюме. В итоге я ему напомнил о себе, и он, короче, сделал то, что обещал в пятницу. Но только я напомнил об этом случайно именно на эмоциях. Мне это нафиг не надо было ему напоминать, потому что вот это он сказал, будем искать работу, как изначально, но и планировалось, как я себе видел. Вот мне бы сейчас намного было интереснее посмотреть, чтобы мне отвечали на вакансии. Ну, оно, конечно, к этому, наверное, и придет, потому что, я думаю, тот биратор, с которым я не так давно в джоб-центре беседовал, и которая мне этот B2 не дала, и, наоборот, сказала: иди определяйся, что ты в жизни хочешь, и отправила меня сюда. Она, конечно, очень удивится, что это на меня запрос опять приходит по языку отсюда. Я думаю, ничего она не даст, а наоборот мне позвонит и скажет, что там случилось, что за приколы у вас. Ну, я ей тогда расскажу, как есть по факту, типа, что я... Ну, типа, а что я ей должен говорить? Так и скажу, что я, типа, ни при чем. Это, типа, мы с куратором друг друга недопоняли, типа, и все. Скажу, я написал, профориентационный тест прошел, короче, резюме написал, готов искать работу, а там смотрите, как хотите, типа того. Ну, такие мысли и такие новости. Надо добавить немножечко, чтобы стало понятнее вот некоторые нюансы. Про попил бабла. И я еще вспомнил то, что он сказал мне. То есть я все отправил твоему биратору запрос. Говорит, если не дадут B2 тебе, то будем искать тебе практику. Вот так вот он сказал, я просто запамятовал. Ну, по поводу практики тоже как бы хорошо. Я вообще не против где-то что-то посмотреть. Мне вот это сейчас стало очень интересно, когда я получаю такой вызов, что типа пойти с кем-то поговорить по-немецки, может у меня, короче, психбарьер снимется или что-нибудь такое. Ну, мне просто интересно, как будет развиваться эта ситуация, типа в позиции наблюдателя, типа, а что со мной будет? Ну, такое что-то бредовая какая-то фигня, ну, я понимаю, но тем не менее. Вот, это то, что касаемо моих перспектив. А по поводу попила бабла, как бы, почему я так думаю? Потому что я допускаю, да, там вот у меня интернальный локус контроля, все такое, ложные универсализации я делаю, типа, как они так могут работать спустя рукава, как неэффективно и все такое. Но, как бы, можно грешить на то, что это я перегибаю, но с другой стороны, вот, объективно, вчера я спрашиваю у этой напарницы его, русскоязычной женщины, которая отправила мне резюме. Я у нее спрашиваю, вы как-то взаимодействуете с вот этим, ну, человеком, который, когда ты уходишь на выходной, он приходит? Она говорит, ну, у нас, типа, у каждого свой подход. Ну, я именно спрашивал, взаимодействуете вы относительно меня, допустим. То есть я ей объяснил. Он сказал мне, в пятницу пообещал, что завтра он позвонит в джоб-центр по поводу того, чтобы мне дали B2. Типа того, говорю, я тебя должен уведомлять об этом, ты должна знать, что со мной дальше будет происходить или нет. Она говорит, да нет, типа, ну, короче, такое. У нас, мол, мы все работаем, типа, со своим подходом. И она же мне правила вчера резюме. Как бы она взяла и, ну, это такой показательный случай как раз. Она взяла и убрала у меня, где знание языков стояло. У меня стояло мутершпрахе украиниш, русиш там зезезергут или тоже мутершпрахе. А английский я поставил А1, а немецкий Б1.
Потому что, ну, я сейчас английский вообще забыл, у меня поверху там вот эти зачатки немецкого перезаписались. Ну, то есть я ж всегда, как бы, как я считаю, так я и пишу. Типа, там, склонен преуменьшать, может, какие-то свои эти возможности. Ну, вот я считаю, что у меня там не больше, чем А1 сейчас английский. Я, типа, hello и goodbye могу сказать. Вот. И она взяла, и вот эти вот мои, как бы, общепринятые единицы измерения знания языка, всемирные, вытерла и написала там этими звездочками. Я прозрел. То есть она поставила 10 звездочек мне на русский язык, 10 звездочек на украинский. И по 5 поставила на немецкий и на английский. Говорит, понимаешь, так типа как градацию показывает. Ну, как вот заряд батареи. То есть, если эти у тебя по десятке, полностью ты хорошо знаешь, то эти у тебя по 5. Я говорю, ну окей, если такая логика, говорю, тогда поставьте же мне на английский 3 звездочки вместо 5. Там же у меня было А1, а там Б1. Она, о, да, точно. Ну, короче, так она оставила. Сегодня этот ее коллега открывает эту анкетку мою, резюме, доходит до этого пункта и такой, что это за звездочки? Я говорю, извините, это Элла поставила. И там кто-то из девчонок из Болгарии или там, не помню, ну, короче, на иностранном разговаривает. А она такая, да, у меня тоже на звездочки ставила. Он такой, да что за звездочки, как, типа, зачем, это ж, типа, ну, мол, бред. И он все изменил, как у меня, типа, было. Ну, вот, смотрите, 10 человек, да, нас? Приблизительно, я не помню, сколько там реально сейчас нас ходит, но не больше этого количества, может, даже меньше. И вот эти 10 человек между этими кураторами никак не распределены. То есть периодически то тот берет резюме, то тот берет резюме, то тот его правит, то тот потом меняет. Ну, то есть это то, что я вижу, как бы. Я не знаю, как там устроено. Может, там есть какая-то система, которую я не понимаю. Но с виду оно выглядит вот так. И даже если оно так выглядит, и даже те вот действия, которые я писал, когда вчера один поработал со мной, а сегодня еще один поработал со мной, это уже ни хрена не эффективно. При любом интернальном локусе контроля, при ложной универсализации, просто это здравому смыслу противоречит. То есть вы сидите и тратите свое время на одну и ту же работу вдвоем. Не проще закрепить там за этим мужиком там 3 человека, за этой женщиной 3 человека, и пускай они работают и не мешают друг другу, звездочки не вытирают один за другим. Короче, я в шоке. Это все, что нужно знать о, как бы, курсах вот такого рода в Германии. Блин, что-то мало хейтеров, никто не пишет плохих комментариев, непонятно. Неужели я так все хорошо рассказываю, что ни у кого, блин, из русских немцев душа за Германию не болит? Ё-моё, я же только что сейчас осознал то, что 5 минут назад сказал, что мои перспективы, типа, дальнейшие, если не дадут мне B2, то он сказал, будем искать мне практику. Он же, блин, забыл уже об этом. То есть завтра мы с ним увидимся, он по новой, скорее всего, возьмет у меня резюме, блин, и будет опять рассказывать, что мы будем искать мне работу. Типа того. Вот посмотрим. Может, конечно, за день не успеет система перезагрузиться, но посмотрим, как будет дальше. Скорее всего, это после выходных произойдет. Ну, в общем, ни в чем нельзя быть уверенным теперь. Интересные дела. Так, ну а теперь хочу сказать по поводу того, чем я там целый день занимался. Я немножечко включение маленькое делал на курсах на кухне, там, когда обедал. Отдыхал, потом записал чуть-чуть, что и ставлю приложение еще и все такое. В общем, да, в принципе, разбираюсь, как покупать билеты на маршрутки в городах, на поезда, короче, между городами. Не сколько разбираюсь, сколько восстанавливаю эти все приложухи, потому что я же ездил по этому маршруту раньше, и у меня стояли все и бергамовское приложение транспортное, и миланское, короче, и для поездов было приложение. Сейчас я все закачиваю, просто пытаюсь сломиться в свои аккаунты, мне пишет, что пароль, я его забыл, как обычно, и вот это через почту приходит на замену пароля. В общем, заменяю, восстанавливаю, пока в нем ковыряюсь, уже чуть-чуть там освежается память. Вот, плюс нашел шпаргалки свои, вот, по которым я езжу всегда. То есть я, когда готовлю себе маршрут, я выписываю там вплоть до того, что там в 7:30 выхожу оттуда, захожу туда, сажусь на такой-то поезд, там на такой-то номер маршрута, там еще скриншот какой-нибудь с Google карты, там еще что-то, в общем, стоимость билета, там почем купил, чтобы потом свою бухгалтерию подбить, сколько потратил, ну приблизительно так это все выглядит. Вот, и сейчас я в эту шпаргалку зашел, и
посмотрел, да, там, как я прилетал в Бергамо, что там, как я ездил, потом на следующий день там суточный билет, вспомнил, что есть за 5 евро, 4,90 вернее, то есть и на фуникулеры. Он работает на Чита-Альту подниматься и по городу, так, в принципе, до аэропорта. Все это за 5 евро ты можешь, короче, за один день объездить. Вот. Единственное, надо будет еще проверить, как он правильно работает. Потому как бывают такого рода билеты, работают следующим образом. То есть сутки календарные, а бывает, что сутки просто по времени. То есть вот ты активировал 6 вечера, до следующих 6 вечера следующего дня они как бы активны. Вот здесь вот мне ChatGPT говорит, что это именно такой случай. То есть я прилетаю вечером в Бергамо там в 11 часу, активирую, и до следующих 11 вечера он у меня работает. То есть получается мне намного выгоднее, чем покупать разовые билетики. Потому как я себе дочке взял их за 9,80, и вечером мы поехали до отеля нашего, и потом с утра, короче, поднялись на фуникулере на Чита-Альту, чтобы ножки не бить, и потом доехали до вокзала тоже на транспорте. Не надо ничего покупать, все это, эти 4,90 на человека покрывает. Ну а может быть другой вариант, если капроновая голова это ошибается, ChatGPT, и этот билетик действует именно как суточный по календарным суткам, тогда печалька. И вот если ему поверить, то можно потерять много денег. То есть мы приедем и купим в 10 часов вечера по 5 себе билетик только до отеля, который стоит 2 с чем-то, ну если ехать разовый. А на следующий день обломаемся, потому что у нас работать не будет. Потому что, я ему не доверяю. У него есть такие сдвиги. Поэтому вопрос денег, и надо все проверить будет как-то. Я думаю, надо будет ему сказать, чтобы он дал прямую ссылку, где он это прочитал. Так будет проще всего, и самому там на этой странице разобраться. Вот. Вот такие сегодня у меня были занятия. Вот это по поводу поиска и восстановления такого рода информации. Ребенку в то же время скидываю локации, где мы будем. Там вот полдня в Кёльне там отправил, прям географически, где мы будем находиться. Там возле Кёльнского собора я сбрасываю. Там потом Бергамо сбрасываю, где наш отель. Чтобы она тоже начинала уже искать, делать свою часть работы, которую я делать не хочу. Потому что у нее есть какие-то там желание в кафешку какую-то интересную сходить, или в какой-то магазинчик, или в Макдональдс. То есть я хочу, чтобы она сама уже училась это все делать, находить, где это находится. И потом мы с ней договорились, что сядем, я свой маршрут должен буду состыковать с ее. То есть я говорю, мы едем вот так, она там, допустим, а тут вот я должна зайти в Мак. И я там чуть-чуть сдвинул, куда там надо. Такого рода дела. Ну а там, кто его знает, я ей уже сегодня пару-тройку раз напоминал, она там чем-то своим занимается. Я говорю, ты же понимаешь, что чем раньше ты этим займешься, тем лучше. Я говорю, запланируй куда-то себе, там впиши, что там завтра там с 3 до 4, допустим, я должна позаниматься. Пытаюсь ее на свой лад, прощупать, может ли она так относиться к планированию, как я, или не может. Посмотрим. Она мне вроде да, сама там в наушниках что-то слушает, мне только головой кивает, тиктоки, наверное, листает какие-то. Может, у нее что-то и получится. Посмотрим. Было бы неплохо, мне хотя бы будет, уже легче не заниматься этой фигней детской, потом ее просто интегрировать в маршрут наш общий, и все. Вот такие дела сегодня. Не знаю, рассказывать больше нечего. Эмоций интересных получил за целый день нормально. В общем, хожу, гуляю. Сейчас уже домой направляюсь потихонечку. Мало сегодня прошел, где-то с десяток километров выйдет. Что-то и не хочется, нормально считаю. Тем более, что мой Якобсвег теперь повисает, да, я и так с ним затянул, как всегда, я всегда так, вечно до последнего телюсь, а потом какие-нибудь жизненные обстоятельства мне начинают мешать. Вот и выходит сейчас, да, у нас уже до середины июля времени нет. Мне тут остается времени подготовиться хорошо к этой поездке, параллельно там на этих курсах что-то убиваться, плюс там что-то какие-то текущие дела свои делать, и может что-то подкупить еще из снаряги получится за это время. И все, мы уехали. То есть нас нету неделю, даже больше. Потом вернулись, это уже середина июля. Пожалуйста, в это время надо было бы уже в Хартс сходить и вернуться. А я еще даже не на пути туда. А там, с такой
движухой, как вот это, то на B2 тебя, то на практику. Я чувствую, послезавтра они меня за ручкой отведут на какую-нибудь работу. Потом придется с ней убегать еще. Я, кстати, травинку откусил. Я, кстати, забыл, что... Ну как, не то, что забыл, но у меня же эти курсы до 8 числа идут. И я вот думаю, как у нас там вылет 8-го. Ну, в принципе, я же могу забить на них, типа там не пойти этот последний день или там что-то как-то отмазаться без справки, типа будет один прогул, мне все равно. Ну, чтобы с такой вот движухой, как сейчас идет, они там мне что-то не напередвигали, там какой этот мой сосед Ян сидит там, что практику ему еще ищут они до 20 числа, он уже 1,5 месяца сидит. Главное, чтобы со мной такого не произошло. Я в любом-то случае полечу, как бы деньги уплочены, мне эти курсы как бы не, ну, то есть не нужны, по сути, я ими не дорожу, но все равно же потом будут какие-то проблемы, зачем их на ровном месте платить. Я, конечно, буду стараться избегать этого. Вот, объясняться потом с куратором, что, почему, как там, ну, в общем, нафига оно нужно. Решил еще зайти вот в такое местечко. Никогда тут не был. Тут частная территория. Обычно вот там вот что-то закрыто на воротах. А это они открыли. Ну, не знаю, может, уже давно открыли. Я не обращал внимания. Тут у них видно сенокос какой-то. Вот. А я чего иду? Потому что здесь речка. Я всегда хотел посмотреть, как она тут выглядит. Тут такой прям у нее, как это правильно называется, изгиб или, ну, в общем, петлю она делает какую-то прям. Оттуда приходит и туда уходит. Красота. Деревья вон повалены. Наверное, туда как-то можно спуститься, не знаю. Потому что здесь к берегу не подойдешь, а я хотел бы. Ну как, подойдешь, но я, блин, босиком что-то как-то очкую. Вот тут вот видно, люди спускались. Каменный бережок там, красота. Кто-то мне писал в комменты: красивые места. Раньше, типа, в СССР тоже было много красивых мест, но, типа, враги капиталисты их изничтожили. Ай, ё-моё. Непонятно, что же они здесь не уничтожили, капиталисты. Ну, я там ответил, что подождите лет 100 и они наиграются и будут хорошими капиталистами, как здесь. Не знаю, человек поверил мне, нет. Но я действительно так считаю. Все должно идти своим чередом. Все потихонечку взрослеет, настаивается и так далее. Так и капитализм. У меня, да, понесло куда вообще, блин. В глобальные вещи опять. Ладно, хватит на сегодня. До завтра.